Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина Никита. Новая работа для нас, рукодельниц. Куда убрать нитки? Я взяла, это у меня портьерная ткань. Сделала сэндвич. Здесь у меня хлопок. Положила синтепон. Если у вас плотная мебельная ткань, то синтепон класть не обязательно. Сейчас фиксирую все булавками. Полотно зафиксировала булавками. Размер у меня большой, 74 на 41, но размер вы берете свой, какой вам нужно. И теперь я делаю стежку. Сделала стежку на свободном ходу, но цветы я не затрагивала. Теперь можно подровнять, чтобы было все ровно. Теперь мы должны по одному краю сделать петельки. Лучше брать резинку тонкую, шляпную, но я воспользуюсь старой маской. Посмотрите, какие резинки хорошо тянутся. Резиночку прошиваем несколько раз. Кончики немножечко выпускаем туда глубже, чтобы они у нас не выскакивали. И когда будем еще раз прокладывать строчку, у нас они не выскочат. Я выложила в ряд нитки. У меня совсем немножечко не хватает на одну катушку. Беру резинку, обыкновенную бельевую. Вот наша длина. Резинку не тянем. Плюс примерно половина, если вам не жалко резать. И сколько у вас рядов, столько мы берем и резинки. Зафиксировала булавкой, и по краю мы ее прошиваем несколько раз, чтобы она у нас убралась в шов. А с этой стороны мы пока что оставляем. На последний ряд у меня не хватило резинки, потом куплю, потом пришью. Для внутренней стороны я взяла обыкновенный ситец. Складываем лицо к лицу. Ну, вы можете взять какую-нибудь приличную ткань, смотрите сами. И прошиваем по кругу, только в одном месте оставляем отверстие, чтобы мы могли вывернуть. Резинка наша находится внутри. Промежутки между резинками у меня 6,5 сантиметров. У нас получился вот такой мини-матрасик. Это отверстие, где я делала выворот. И посмотрите, здесь видна подкладка. Конечно, можно отутюжить, но желательно пустить отстрочку буквально на 0,5 миллиметриков. Эти резинки будете прошивать. Вот так располагайте, чтобы они у вас смотрели сюда. Здесь будет дополнительная строчка, и еще это будет плюс. Прошила по кругу, тем самым я закрыла технический вход. И теперь занимаемся с резинкой. Смотрите, берем нашу катушку ниток. Вот так ставим. Получается у нас воздушная петля. Здесь получается 3 сантиметра. Ну, а вверх 2. И вот такие петелечки мы с вами делаем. Прошиваем туда-сюда, туда-сюда. Делаем закрепку. Если хотите, зафиксируйте булавками. Я сделала петельки, но когда я прошивала нитку, я не отрезала, а просто перетягивала на другую сторону. Прошивали несколько раз. Эти нитки можно смело отрезать. Вот посмотрите, как это выглядит. В готовом виде после стежки у меня получилось 68 сантиметров. Получилось 18 штук ячеек в одном ряду. И в итоге, если бы я сделала последний ряд, получилось 90 ячеек. Но в каждой ячейке у меня по одной, по 2 катушки ниток. Но так как мне еще делать еще один ряд, мне придется вытаскивать все нитки. И потом я их разберу по цветовой гамме. Так будет удобней в работе ориентироваться. И теперь можно вот так вот взять, закрутить аккуратно. Я пришила пуговицы. Очень хорошо тянутся петельки эти. Неудобно одной рукой. Смотрите, какой кулечек у нас получился. Когда нужно, достали, места много не занимает, не путается, все прекрасно и хорошо. На этом все. С вами Валентина Никита. Обязательно пишите комментарии, понравилось вам или не понравилось. Присылайте смайлики. Пока-пока. Забыла сказать, с полной комплектацией ниток, что пуговицы у меня получились практически посередине. Я думаю, кому-то такая идея пригодится. Но на этом все. Пока-пока.